Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами очередная коррекция на очень сильно вверх растущие ноготочки. Дизайн на эти две руки мы с вами делали на канале, он у нас есть. Сегодня мы в очередной раз наши вверх растущие ноготки будем опускать. К сожалению, эту проблему никак не исправишь, и если ногти на руках растут вверх, они будут расти вверх постоянно. Поэтому мастер должен уметь справляться с данной проблемой. В нашем случае клиентка не носит большую длину, и для этих рук это большой плюс, потому что скорректировать вверх растущие ногти на большой длине очень сложно, потому что чем больше длина ногтей, тем соответственно выше получается рычаг вздернутых ноготков, и соответственно выше нужно будет поднимать стрессовую зону и апекс для того, чтобы выровнять это все визуально. Поэтому в первую очередь мы сделаем снятие предыдущего материала. Максимально снимаем материал на кончике ногтя и при этом максимально стараемся оставить на ногтевом ложе, потому что именно в это место мы потом будем выкладывать основную массу материала для того, чтобы выровнять ноготочек. Но при этом в данном случае для того, чтобы этот ноготочек выровнять, нам не только необходимо поднять материал на ногтевом ложе, но и довесить нехватающие нижние параллельки. Потому что если мы этого не сделаем, то как бы высоко, как бы ровно мы не поднимали ногтевое ложе и площадку на ногтевом ложе, ноготь все равно будет смотреться вздернутым, потому что нижних параллелей хватать в любом случае не будет. Поэтому мы стандартным образом подготавливаем пластину, снимаем материал с указанием тех нюансов, о которых я вам уже рассказала, убираем птериги, отодвигаем кутикулу, наносим праймер, базовый гель, и в данном случае моделировать будем только при помощи полигеля. Почему? Потому что именно этот материал позволит нам без подстановки формы, без каких-то дополнительных усилий довесить те нижние, которых нам не хватает. То есть мы прямо на воздухе будем докладывать те куски, которых нет, и они будут замечательно держаться, никуда у нас не уплывут. Поэтому в данном случае полигель будет у нас палочкой-выручалочкой в нашей работе. В данном случае используем мой любимый полигель камуфляжик. Ссылочку на него я вам, конечно же, оставлю в описании. Выкладываем достаточное количество материала на ноготочек. Максимум материала оставляем на ногтевом ложе, к кончику сводим минимум и сразу же им довешиваем нижние боковушки. Обратите внимание, как я работаю кисточкой и как я заправляю материал вниз для того, чтобы смоделировать те части ногтей, которых мне не хватало. В общем, ваша задача сделать таким образом, чтобы материала в боковых стенках у нас было немало, иначе у нас эти куски, которые мы довешиваем на бока, просто-напросто подламываются. Для того, чтобы материала было немало, кто заметил, обратил внимание на небольшой нюанс, я слегка заузила ноготочек. Именно поэтому в боковых стеночках у меня будет достаточная толщина, и материал, который я довешиваю вниз, будет хорошо, замечательно держаться. В общем, я рассказала вам все секреты по работе с вверх растущими ногтями. Поэтому, девочки, сейчас, если к вам придет клиентка с такими ноготками, для вас уже не должно быть ничего сверхъестественного.
Ну а теперь непосредственно опил. Как обычно, выпиливаем форму квадрат, начиная с боковых направляющих, и площадку выравниваем относительно боковой оси пальчика. Потому что если мы будем выравнивать площадку относительно ногтя, то она у нас получится вверх вздернутая. И нижние выравниваем не относительно натурального ногтя, а относительно боковой оси пальчика. Ну а теперь непосредственно дизайн ногтей после того, как вы выполнили процедуру маникюра, кто как умеет. Я не умею, поэтому выполняю плохо. Ну, это просто для тех, кто захочет мне потом написать, что как плохо у вас выполнен маникюр. Сразу говорю, маникюр выполнен плохо, не умею, не люблю, терпеть ненавижу, не делаю, делайте как хотите. Кто умеет лучше, молодцы. Я за вас очень рада, всех люблю, целую, ваша Дарья. Мы же тем временем покрываем наши ноготочки. В качестве основного цвета мы выбрали вот такой вот неоновый розовый оттенок. Теперь он один из моих любимых, ссылочку опять же оставлю в описании. А вот на остальные ногти делаем подложечку из черного цвета. Мы будем рисовать дизайн и затирать его неоновыми пигментами. У нас получатся неоновые медузы. Такого плана медузы очень часто мелькают в инстаграме в дизайнах ногтей. Мне они тоже приглянулись, поэтому я решила их повторить. Итак, что же мы сделали? В данном случае я взяла белую красочку и смешала ее с клеем для фольги. У меня есть гель-клей для фольги, ссылочку опять же оставлю в описании, если вдруг кто не знает. Именно с ним я смешала белую гель-красочку. Зачем я это сделала? Итак, белая гель-краска у меня без остаточного липкого слоя. Мне липкий слой здесь нужен, потому что именно в липкий слой я буду втирать пигменты. И мне необходимо, чтобы моя красочка была полупрозрачная, дымная, чтобы получить полупрозрачные дымные переходы. Поэтому, смотрите, у меня краска без остаточной липкости, гель-клей с очень хорошей остаточной липкостью. Соответственно, если я смешаю краску без липкого слоя с хорошим липким гель-клеем, я получу полупрозрачную краску с хорошим липким слоем. Именно на этот липкий слой потом у меня прилепится мой пигмент и никуда уже не денется. И при помощи этой смеси в технике лессировки, то есть наслаивания друг на друга полупрозрачных слоев материала, я вырисовываю медузку, которая мне необходима. Какие-то части медузки у меня получаются очень прозрачные, какие-то части полупрозрачные, какие-то части довольно плотные. И, соответственно, чем больше краски в смеси, тем менее липучая краска у меня получается. Чем больше гель-клея, тем более липкая краска. Соответственно, там прилипнет больше пигмента, а на менее липучих частях прилипнет меньше пигмента. Это тоже сыграет свою роль для того, чтобы дизайн у нас получился максимально контрастным и объемным. Ну а теперь беру неоновые пигменты, маленькую кисточку и маленькой кисточкой начинаю все это безобразие затирать.
В данном случае затираю вот такими вот частями, у меня автоматически получаются градиентные переходы между моими частями пигментов. Получается безумно красиво, вкусно и ярко. Далее перекрываю ноготочки финишем без остаточной липкости, и потом мне останется мою медузку все-таки немножечко прорисовать. Как обычно на моем канале, рисовали, все красиво, тут еще прорисовка, и после прорисовки становится вообще волшебненько. Вот именно прорисовочка добавляет законченности нашей работе. И в этом месте, как обычно, мои кривые руки, которые все никак не могут подружиться с моей камерой, потеряли резкость. Девочки, ну вот, блин, уже полгода, как я купила эту камеру, и все, я никак не могу дать ей ладу. Я уже не знаю, я уже психую, надо, наверное, ее к чертовой бабушке выкинуть и снимать обратно на телефон. Но, тем не менее, добавляем прорисовочку белой красочкой, стараемся следить за тем, чтобы линии у нас были максимально тоненькие и кое-где имели уплотнение для того, чтобы показать какие-то повороты. И, конечно же, можно было остановиться еще 2 прорисовки назад, но это сказка не про меня. Поэтому мы с клиенткой решили добавить еще пузырей, которые подчеркнут объем нашей медузы. Причем пузыри у нас идут после перекрытия финишным покрытием. Мы перекрыли медузку полностью, просушили финиш и потом сверху рисуем пузырики. И у нас получается вот этот вот объемный 3D эффект. Даже здесь на камере видно, насколько объемно это смотрится, насколько пузыри кажутся выше, чем наша медуза. А для того, чтобы дополнительно подчеркнуть рельеф, мы засыпаем пузырики акриловой пудрой с блесточками. То есть нам еще и блесточек в данном случае захотелось. Ну, конечно же, девочки, останавливайтесь, когда вам нравится. Не нужно делать вот эту вот кучу лишних телодвижений, если они вам не нужны. Это моя заморочка, я люблю вот такие вот дизайны. Это не значит, что такие же дизайны любите и вы. На сегодня у меня для вас все. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Вы узнали для себя что-то новенькое. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк этому ролику. Всем до новых встреч. Пока!